Привет! Мы в древнем городе Капернаум. Самое примечательное в этом городе то, что его просто нет. Он был стерт с лица земли персами в VII веке нашей эры, и больше его никогда не восстанавливали и не заселяли. Так сбылось пророчество Иисуса. Мы побывали в двух городах, которые проклял Иисус – Капернаум и Коразим. И сегодня наш рассказ о Капернауме – город, который был основным городом служения Иисуса в Галилее. Руины Капернаума разделены на два участка – францисканский и греческий православный. Мы побываем сегодня во францисканской части Капернаума. В отличие от Иерусалима, Капернаум кажется нетронутым. Просто прогуливаясь здесь и глядя на Галилейское море и окружающие его холмы, чувствуется глубокая связь этого места с историей, как если бы мы вернулись в те далекие времена. Мы стоим у белой синагоги, которая построена из белого камня, известняка. Синагога эта IV века нашей эры. А что мы видим здесь? Посмотрите. Это обнажили нижний слой, фундамент, на котором стоит эта синагога. И это черный базальт. В I веке нашей эры строили из базальта. То есть вот это нижний слой, это синагога, фундамент синагоги, то, что осталось от синагоги, в которой проповедовал Иисус. Его город, Капернаум. Вот еще фрагмент фундамента синагоги времен Иисуса. Здесь, в Капернауме, Иисус совершил много чудес. Он исцелил слугу сотника, исцелил тещу Петра, исцелил человека, одержимого бесами. Капернаум была известная рыбацкая деревня, в которой проживало около 1500 человек. В Библии этот город назван городом Иисуса, его городом. Это единственный город, который упоминается таким образом в Библии, его город. Здесь он прожил 3 года своей последней жизни, тут он проповедовал, здесь он призвал своих апостолов, самых знаменитых апостолов, самых верных апостолов Петра и Андрея. Второе по значимости место здесь – это руины дома апостола Петра. Действительно ли это дом Петра, мы не знаем. Но что достоверно известно, что эта постройка датирована I веком, и это дом, который был превращен в церковь.
Здесь были найдены сотни граффити на стенах, посвященных Господу, и упоминание имени Петра. Когда францисканцы купили это место, они решили построить здесь церковь. Но как это сделать, не разрушая этот уникальный археологический объект? Решение было гениальным. Они строят парящую церковь. Это восьмиугольная церковь на опорах, которая возвышается над домом Петра. На руины дома апостола Петра можно посмотреть как снаружи, так и изнутри, через стеклянный пол. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергнешься». Это пророчество Иисуса было осуществлено в VII веке нашей эры, когда город, процветающий город Капернаум, был стерт с лица земли персами. Представляете, какое это было грандиозное, значимое место? Посмотрите, сколько барельефов сохранилось. Я ни в одном месте не видела такое огромное количество артефактов. Что самое примечательное, часть барельефов с иудейской символикой. Звезда Давида, ковчег Завета, семисвечник. Мы ушли от толпы паломников, сегодня их, правда, очень много, и нашли вот это уединенное место. И здесь начинаешь понимать, почему Иисус в этом месте, в Капернауме, жил 3 года. Это такое умиротворение. Хочется слушать шум волн, слушать пение птиц и творить добро. Обязательный аттракцион для паломников – совершить вот такую прогулку по Галилейскому морю. И на каждой такой лодке, которая отправляется в плавание, вывешивают флаг той страны, из которой приехали паломники. Я обязательно узнаю, что это за дерево, но от него стоит просто ошеломляющий запах. Я обнюхала его все. Вот эти цветочки, они так пахнут. Невероятный запах. Это фикус. И он просто невероятных размеров. Посмотрите. Огромный фикус. А сколько тени здесь. В эту жаркую погоду это просто то, что нужно. Смотрите, рожковое дерево цветет. Первый раз вижу, как цветет рожковое дерево. Красота какая!
Друзья, на этом наша прекрасная релаксирующая прогулка завершена. Я надеюсь на новые встречи с вами. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем пока, до новых встреч!